Привет! Не успел начаться новый 2022 год, а у меня уже появились отличные новости. Сегодня в видео я расскажу про великолепные и при этом недорогие беспроводные наушники от Anker. Это их новая бюджетная модель Soundcore Life P2i стоимостью в плюс-минус $25. Полноценное механическое управление, довольно годные встроенные микрофоны, потрясающая автономность и яркое басовитое звучание. Но это так, если уж совсем кратко описывать данную новинку. Ну а если тебе интересны все подробности, то смотри мой обзор до конца. Итак, сегодня мне бы хотелось начать не совсем стандартно, сразу с минусов, а точнее с одного очень весомого недостатка. Разумеется, я говорю про глянец. Безусловно, для кого-то такое решение не покажется таким уж и плохим, но глянцевая поверхность, которой покрыто все устройство, как кейс, так и сами наушники, очевидно, история не очень практичная. Мало того, что отпечатки пальцев собираются здесь на ура, так еще и с вероятностью в 99% в первую же неделю использования ты точно украсишь данный девайс мелкими царапинами. Кейс максимально гладкий, но при этом почему-то не сильно скользкий. Внутри установлен аккумулятор на 500 мАч, так что рассчитывать на 4 полноценных перезарядки можно с легкостью. Основная проблема тут заключается лишь в том, что сам остаток заряда в футляре узнать практически никак нельзя. Одинокий статусный индикатор на передней стороне имеет всего два цвета. Белое свечение показывает интервал от 100 до 10%, а красным будет подсвечиваться все, что ниже 10%. В нижнем торце корпуса установлен разъем Type-C, а рядом с ним за подлицо с поверхностью имеется механическая кнопка активации и сброса наушников до заводских настроек. Подключение к смартфону происходит по открытию крышки кейса. Петля здесь пластиковая, без доводчика и фиксатора. Наушники можно использовать как в стереорежиме, так и в моно, если один из них оставить внутри кейса. Помимо всего прочего, непосредственно для самой гарнитуры кейс поддерживает быструю зарядку. 10 минут нахождения наушников внутри обеспечат до 1 часа прослушивания музыки. Разумеется, это значение будет напрямую зависеть от твоих предпочтений по децибелам. Сами наушники выполнены в форме внутриканальных с ножкой. Одной из примечательных конструктивных особенностей данной модели является способ взаимодействия. Дело все в том, что все управление функциями здесь механическое, что в нынешнее время является очень большой редкостью. Не могу не похвалить Anker за такую классную реализацию, ведь кнопки нажимаются мягко, они не щелкают и не доставляют дискомфорта при нажатиях. Любители подобных решений точно это оценят, да и я, признаюсь, кайфану от этих кнопок, особенно сейчас в зимнее время, когда шапка мой бессменный атрибут. Помимо удобства самого процесса управления, радует еще и тот факт, что оно здесь полноценное. Одинарным нажатием можно регулировать громкость в плюс или минус на правом и левом наушниках соответственно. Двойное нажатие отвечает за плей-паузу. Если зажать и удерживать кнопку в течение 2 секунд, то можно переключать композиции в плейлисте. Правый наушник мотает вперед, левый в начало, либо включает предыдущую. А вот во время телефонных звонков действия распределены следующим образом. Для ответа на вызов надо нажать 1 раз, для завершения разговора 2, ну а если необходимо сбросить входящий, то делается это зажатием кнопки на 2 секунды. Тройным нажатием с любого из наушников можно переключаться между режимами эквалайзера, который встроен в сами наушники. Для выбора доступно 2 – бас-мод и подкаст-мод. Последний, как ты понимаешь, делает акцент на средних и высоких частотах, именно там, где обычно живет голос. Для сравнения, в модели Life P2 Mini от тех же Anker режимов эквалайзера было 3. Там посередине между басом и подкастом находилась еще и стандартная надстройка. Но если серьезно, то толку от нее вообще никакого. Я все равно слушал музыку на басовом пресете. Так что даже хорошо, что здесь оставили всего 2 режима, ведь бас-буст это нормальное состояние для Anker. Все те немногочисленные модели наушников от данной компании, что были у меня на обзорах, имели именно басовитый характер звучания. И эта новинка исключением не стала. Бас тут очевидно преобладает, причем имеет весьма приятный и глубокий оттенок, который плавно перетекает в средний регистр, где уже ощущается небольшой прогиб. Но при всем при этом вокально-инструментальные составляющие слышно довольно отчетливо. Переход плавный и незаметный. То же самое происходит и с верхушками. Они в меру звонкие и не выпирают из частотной картины, но при этом их нехваткой наушники точно не страдают. В общем, как обычно, Anker толк в звуке знают и настроили свое устройство максимально попсово, в хорошем смысле этого слова. Думаю, многим зайдет такое звучание, в особенности при прослушивании современной популярной музыки.
Непосредственно источниками звука здесь выступают 10-мм динамические драйверы, а его кодировку обеспечивает аудиокодек AAC, помимо которого стандартно для выбора доступен и SBC. Интерфейс подключения Bluetooth модуль версии 5.2. Наушники очень громкие, и запас по этой части в них имеется примерно на уровне 3 делений, то есть слушать в них музыку на процентах 70 будет вполне себе комфортно. Свой же тест автономности я, как обычно, проводил на максималках с активированной басовой надстройкой, и мой личный результат составил 6 часов и 12 минут непрерывного проигрывания на одном заряде. К сожалению, встроенного игрового режима в этих наушниках нет. Пострелять в популярных шутерах PUBG Mobile и Call of Duty Mobile, конечно, можно, но только если ты не профи. Мой результат во время игрового тестирования показал интервал по задержке в 240-320 миллисекунд. Еще одной интересной конструктивной особенностью данной модели является наличие только 2 микрофонов для телефонных разговоров, по одному в каждом из наушников. Шум подавления CVC для этих целей здесь не заявлено, но производитель сделал отдельный акцент на алгоритме обработки звука искусственным интеллектом. И черт побери, я не знаю, как они этого добились, но работа микрофонов меня по-хорошему удивила. Проверяем работу микрофонов в новых наушниках Anker Live P2i. Вот таким образом они звучат в закрытой машине. Я сейчас по традиции открываю окна с двух сторон. Мне сюда порывами начинает задувать ветер. Сильными такими порывами еду я со скоростью 65 км в час. Ну и примерно как-то так отрабатывают шумодау в этих наушниках. Сейчас мы еще присоединимся к такой основной полосе, основной дороге. И параллельно будут ехать еще машины, и будет шум от дороги. Вот таким вот образом это все происходит. И вот так отрабатывают микрофоны в наушниках Anker Live P2i при вот таких условиях обстановки. Как-то так. Ну и по традиции второй тест у нас тест с печкой. Я сейчас выкручиваю ее на максимум. Она потихонечку набирает обороты, и уже буквально через 5-6 секунд в салоне будет стоять очень сильный шум. В каких условиях данный тест проводится. Ну и примерно как-то так тебя будет слышать собеседник при вот таком использовании, если ты будешь с ним разговаривать с помощью этих наушников в каком-то очень сильно шумном помещении. Ну что же, поймал я такой вот хорошенький ветерочек, сейчас мне задувает оба уха, что мне дует. И вот так отрабатывают, так справляется шумодау в этих наушниках при вот таком сценарии использования. Машин здесь не так много проезжает, но они периодически проезжают. Сейчас вот мне в спину дует ветер. Вот таким образом отрабатывают микрофоны в наушниках Anker Live P2i на улице. Зима, практически уже скоро Новый год. Ну и подводя сегодня некий итог по данной модели, могу сказать, что наушники Live P2i получились очень удачными как по звуку, так и по микрофонам. При этом также очень подкупает полноценное механическое управление. Оно очень удобное и лишено пресловутых сенсорных мискликов. Посадка у наушников удобная и плотная, комплект на амбушюры мне менять не пришлось. Защита от влаги по стандарту IPX5 позволит с легкостью использовать наушники для занятий спортом, да и превосходная автономность устройства однозначно сделает его незаменимым для каких-то дальних поездок или перелетов. В общем и целом, если глянцевая натура этой гарнитуры тебя не пугает, то наушники можно смело покупать. Это отличное недорогое решение от Anker с хорошими характеристиками. Ну что же, вроде бы все, что хотел, я про эти наушники сегодня рассказал, так что выбор теперь только за тобой. Спасибо за просмотр и до встречи в следующих моих видео. Пока-пока.